Давай палку. Стучать не обязательно. Сидел маленько на вышке, результата нет, но тоже результат. Сезон только-только начинается по кабану, еще шастает. Вот сейчас морозы ударяют, сейчас он уже все будет оседать на кормушках. Так что попробую в следующий раз. Но зато протестировал мешок охотника свой. Вот. И самое главное то, что вшивал этот подогрев, линии подогрева. Там шортс у меня был на ютубе. Вот, карбоновая нить длиной где-то 55-60 сантиметров, 4 нити у меня в ногах. И питается все от пауэрбанка. Внутрь засовываю туда руку, прям чувствуется тепло, что там, блин, градусов 5, наверное, тепла. Вот, сейчас в резиновых сапогах, ну, в Эво сапогах и в тонком носке. Блин, вообще не холодно, вот сижу как дома. И не холодно, и не жарко, прям вообще огонь. Температура сейчас где-то минус 15. Просидел я часа 4-5, наверное. Вот, поэтому вещь стоящая. Единственное, вот чувствую, вот где коленки, вот они тут, это, ткань натянута, соприкасается. И вот здесь чуть-чуть вот чувствуется холодок. Но здесь я сижу в костюме таком, можно сказать, демисезонный, который до минус 10 Норсвей. И тонкое термобелье тоже норсвейское. Короче, поэтому это не супер теплая у меня одежда. Но при этом я не замерз. Прям можно сидеть. Next Torch. Маленький фонарик. Двойной. И у него открывается еще дальний свет. Прям прикольный. Теперь минутка рекламы спонсора этого видео. Фонарь от компании Next Torch, модель iStar 450. Весит 73 грамма. Это уже с креплением совсем вместе. Есть здесь несколько режимов. Соответственно, первый основной это ближний свет, мощный режим. Есть слабый режим. Есть дальний свет, который можно плавно регулировать от слабого до сильного свечения. Максимальная мощность этого фонаря выдает он 450 люменов. На максимальной мощности может работать 2,5 часа. Но если мы будем работать на втором режиме ближнего света, у нас есть 21 час непрерывной работы. Также он может у нас светить красным светом, либо стробоскоп красного света. Можно его поставить где-то сзади. Можно одеть его на голову, едете на велосипеде, у вас будет сигнальный маячок. Либо если надо какой-то подать сигнал, можем использовать красный свет. Если вам фонарь нужен на какие-то небольшие дистанции в лагере, в палатке, где-то вот я на вышке его использовал, этого режима свечения хватает за глаза. Здесь встроенный аккумулятор. Аккумулятор здесь
1100 микроампер, соответственно, можно его зарядить от Type-C, можно от любого пауэрбанка. Провод идет для зарядки в комплекте, и мы носим его, не ощущаем, всегда он у нас под рукой. Самый легкий фонарь, который может светить далеко и близко, Nextorch iStar 450. Ссылки будут внизу под видео. Луна пришла, там вот луна у нас. Ветер сегодня, ну ничего, будем надеяться, что все хорошо. Поставил гляделочку, пусть работает. Часто бывает, на нее раньше всего видно приход зверя. Сижу с карабином своим, как всегда, Орсис. Сейчас на нем прицел Артелов 3.18. Если по светлу придет, будем стрелять с дневной оптикой, потому что неделю назад в 5 вечера кабан ходил. Вот. Ну а если настанет ночь, будем стрелять с тепловизора. Купил себе собственный наконец-то тепляк Сайтонг АМ-0350. Очень классная вещь. Если кому надо, ссылки оставлю. Ну, пишите, звоните. Дам с хорошей очень ценой, скидкой. Все, сидим, ждем. Неделю назад кабаны тут были, стадо, голов 25. И сейчас приехал на кормушке. Видно, что следы были. Прошлой ночью ходили, тоже голов 10-12, не меньше. Надеемся, что сегодня опять придут. Единственное, сегодня очень сильный ветер. Прям порывы метров до 20. Аж вышку шатает. И ветер со спины. То есть учуять меня они могут на раз. Поэтому оставил очень маленькую бойницу такую. Боковые окна не открывал, чтобы тоже запах не забирало. Сидеть планирую часов, наверное, до 11. Ну, край до 12. Все, начинаем охоту.
Так, вот мой поросеночек. Выстрел. Добивал. Не попал я с первого раза. Переставлял прицел. Маленько сбился. Сигалеточек. Килограмм 45 где-то живым весом. На базе мужики тоже стрельнули сигалеткой хорошего одного кабанчика. Кабанчик есть, кабанчик начал ходить. Вышли поздно, в 11 вечера ровно. Метель, видимость никакая. Тепловизор вообще очень плохо видит, потому что, ну, погода это просто нечто. В ночник бы я вообще ничего бы не увидел. И с фонарем, я думаю, мне бы тоже не удалось стрельнуть. Только тепляк вывез. Сайтонг стрелял модель АМ-0350. Вот, картинка кажется плохая, но погодные условия были ужасные, повторюсь, просто метель, видимость 100 метров это максимум. Но добыт, я очень рад, все сейчас обдираем, работаем, не забываем анализы, памятка тут есть специальная, все завтра сдадим на анализы, ну и будем кушать. На этом все, спасибо, кто смотрел, до новых встреч.